Ребята, всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я вам расскажу, как я покрасила наконец-таки свой долгострой B200. Его я собрала, наверное, больше года назад, а красила только сейчас. Так что давайте смотреть, как это у меня получилось. А также не забывайте заглядывать в магазин «Модельная лавка». Там по промокоду, который вы видите на экране, при первом заказе у вас будет скидочка в 200 рублей. А если вы не первый раз заказываете, то используйте промокод Dasha, и у вас будет скидка в 10%. Итак, пошли смотреть. А по традиции я начну с грунтовки и покрываю модель красно-коричневым грунтом, хотя это не очень правильно, но другого на данный момент у меня не было. Такой красный грунт отлично подойдет моделям немецкой военной техники времен Второй мировой войны, но не как гражданской авиации современной России. Этот грунт мне было очень сложно перекрыть базовым белым цветом, который априори для меня тоже не очень удобен в работе. Кстати, модель B200 стала для меня первой моделью из области гражданской авиации, и опыт работы с такими моделями мне очень понравился. В запасах у меня есть парочка гражданских авиалайнеров. Я их очень хочу собрать и показать процесс работы над ними на канале. Так что если вы любите гражданскую авиацию, то смело подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать подобные видео. А теперь я ношу базовый белый цвет на модель, и самолет у меня будет в окраске МЧС Российской Федерации. Звезда предлагает еще вариант окраски машины на службе Российского военно-морского флота, но мне кажется, что B200 в варианте МЧС более узнаваем. Кстати, Dasha Models – это не только крутой канал о стендовом моделизме, но и небольшой производитель масштабных моделей. Например, если вы будете строить модель B200 не в полете, а на шасси, то вам обязательно пригодится модель типичного советского забора ПО-2 в 144 масштабе, ведь именно такими заборами ограждены практически все отечественные государственные учреждения. Забор в этом масштабе продается набором по 7 секций. Также доступны к заказу модели заборов в 72, 43, 48, 87 и 35 масштабах. Также у меня вы можете приобрести модели стандартных грузовых палет в разных масштабах. Такие палеты отлично оживят кузова моделей грузовых автомобилей. А для заказа напишите мне в личные сообщения в ВК, Инстаграм или на почту. Все ссылочки будут в описании. Окраска этой модели началась для меня довольно драматически. Почти год B200 лежал у меня на полочке в неокрашенном состоянии, а я очень не люблю долгострои, и поэтому руки чесались довести дело до конца. И вот у меня наконец появилось вдохновение. Я начала грунтовать модель, и как буквально после грунтовки я зашла в интернет, и на главных страницах всех новостных сайтов появилась трагическая новость. B200 разбился при тушении пожаров в Турции. Эта новость меня ошарашила. Я такого чувства никогда не испытывала. Во время работы над моделью ты как-то проникаешься прототипом, а тут на фотографиях с места катастрофы я вижу знакомый обгорелый фюзеляж, остатки двигателей примерно там, где они должны быть. И таких эмоций не вызывает сборка, например, танка Т-34 и последующий просмотр фотографий и прототипов, на которых изображены подбитые, иногда даже покореженные до неузнаваемости машины, но это воспринимается как-то нечто далекое и неосязаемое. В общем, после этого случая я отложила окраску B200 на пару месяцев. Поэтому в этом видео я хочу рассказать о причинах катастрофы B200 в Турции. Они были очень специфическими. Вот и первые проблемы с моей моделью. Белый цвет отлично выявляет места стыка двух половин фюзеляжа, а на красном грунте эти дефекты были практически незаметны. Так что мне пришлось вооружиться шпаклевкой и шпателем и зашпаклевать эти места, а потом зачистить шпаклевку и снова окрасить модель. Кстати, если ты фанат отечественной авиации, то советую тебе перейти на мой второй канал Dasha Техник. Там недавно выходило видео об уникальной пилотажной группе «Беркуты». Эти ребята выступают не на самолетах, а на боевых вертолетах Ми-28Н. Захватывающее зрелище. А ссылка на канал будет в описании. А вот теперь начинается настоящий хардкор. Мне надо окрасить бежку в 3 цвета. Базовый белый я уже нанесла, а теперь надо окрасить в голубой нижнюю часть фюзеляжа. Для этого мне необходимо наложить маски из малярного скотча. И тут я использую скотч от фирмы Machete. Он хорош тем, что не оставляет следов клея и дешевле аналогов от Tamiya. А найти скотч можно, конечно же, в магазине «Модельная лавка». Август 2021 года выдался для российской авиации весьма печальным. 14 августа во время тушения лесных пожаров в Турции разбился самолет-амфибия B200 из состава авиации ВМФ России.
Погибли подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, подполковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Амельченко и старший сержант Юрий Чубаров. И вместе с россиянами в самолете также были 3 сопровождающих граждан Турции. Спустя 3 дня в Подмосковье во время выполнения испытательного полета потерпел крушение опытный Ил-112В. Погибли все члены экипажа: летчик-испытатель, герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и борт-инженер-испытатель Николай Хлудеев. После нанесения масок я окрашиваю необходимые части фюзеляжа в небесно-голубой цвет от фирмы Pacific, а после того, как небесно-голубой цвет высохнет, я вновь наношу маски, но теперь для светло-серого цвета. И верхнюю границу я могу делать не очень точно, так как переход будет закрываться декалью. Также на эту процедуру мне потребуется очень много скотча и терпения. Гибель российского Би-200 в Турции помимо скорби и сочувствия близким погибшим вызывает массу вопросов. И прежде всего, почему летчики ВМФ России оказались задействованы в тушении пожаров в чужой стране? Хвойные леса юго-запада Турции этим летом действительно загорелись не на шутку. В среднем интенсивность возгорания была в 4 раза выше обычного, и спутниковые снимки Эгейского и Средиземного морей показывали высокую задымленность акватории. Досталось и курортному хозяйству. Из некоторых отелей, окруженных стеной огня, туристов приходилось эвакуировать по морю. Погибли 10 человек, а число пострадавших близко к 1000. Безусловно, турецкие пожары – это настоящая чрезвычайная ситуация, к которой страна не была готова. И вот тут начинаются нестыковки. Турецкие власти, мечтающие о возрождении Османской империи, вынуждены просить помощи в тушении огня буквально у всех вокруг. Крупнейший отряд огнеборцев во главе с единственным в стране Би-200 ЧС прибыл из Азербайджана и даже из не самого дружественного туркам Ирана. У этих стран есть не только гуманитарный интерес. Государства граничат с Турцией и вполне могут стать следующей жертвой огневой стихии. Понятна помощь 2 самолетами со стороны Украины. Киев давно надеется на военную помощь от Турции и совместную дружбу против России. Отправили в зону бедствия и 2 вертолета и белорусский МЧС, очевидно, вслед за Россией. А наша страна сдала в аренду сразу 3 самолета-амфибии Би-200, которые начали работать в Турецкой Республике еще в начале июля. Один приписанный к ВМФ, который потерпел катастрофу, и 2 борта передали МЧС России. И если участие авиации и гражданской обороны еще можно как-то объяснить, то при чем здесь военный самолет? В морском флоте России на балансе всего 2 таких Би-200, из которых один и оказался задействован не в учебно-боевой работе, а в тушении турецких пожаров. Одной из официальных причин такого жеста стало спасение российских туристов. И после нанесения скотча я окрашиваю нужные части фюзеляжа в светло-серый цвет от Pacific. А после того, как краска высохла, я убрала скотч и кисточкой подправляю места, где мне показалось, что краска легла не очень хорошо. Тут основная работа – попасть точно в цвет. Однако самым лучшим спасением для отдыхающих в Турции россиян стало бы преждевременный отъезд на родину, но никто не торопился самостоятельно эвакуироваться из объятой их пламенем курортной зоны. Может, и не было такой угрозы для наших соотечественников, загорающих под турецким солнцем. В итоге Би-200 Александр Мамкин с характерной для российского морфлота ливреей стального цвета врезался в гору после сброса воды на новый очаг возгорания в районе города Кахраман-Мараш. Район не имеет никакого отношения к курортному бизнесу и отличается горным рельефом, и пожар там вспыхнул вообще из-за молний. А потом я окрашиваю кистью нижние поверхности стабилизаторов, если я правильно понимаю назначение этих деталей. Это как поплавки, они не дают самолету крениться, когда он находится в воде. А вот тут я окрашиваю оранжевым цветом спасательные контейнеры и оконцовки оперения. Ох, наверное, я получу кучу негативных комментариев за неверную терминологию, ведь в авиации я профан, но я учусь. А помните, ровно год назад выходило видео, где я работала над истребителем Ла-5FN. Так вот, при работе с этой моделью я допустила очень грубую ошибку. Я сделала сколы до металла там, где по-настоящему должны быть деревянные детали. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. И в ход идут здесь краски от ICM. В
Вторым и самым злободневным вопросом в организации аренды российских Би-200 становится следующий. Почему Турция, а не Якутия? И создается ощущение, что федеральный центр отреагировал на якутскую трагедию только после мирового хайпа. Первые стратегические решения датируются только 5 августа, а днем ранее в своем инстаграме упомянул об этом Ди Каприо. И 3 Би-200, сданные в аренду Турции, так и продолжали тушить огонь за границей, при том, что в России в строю всего 8 таких уникальных машин. Эксперты говорят о неприспособленности самолетов Береева к работе в условиях горной местности. Им не хватает маневренности и энерговооруженности. В Турции нашим летчикам приходилось работать на высотах до 30 метров, в то время как обычно Би-200 сбрасывают воду над огнем со 100 и 150 метров. А настоящая стихия амфибий-спасателей – это бескрайняя тайга и водные просторы. Но из причин гибели экипажа в Кахраман-Мараше является как раз сложный рельеф вкупе с острой нехваткой кислорода для моторов над площадью пожара. И, как утверждает российская газета, в аналогичных условиях в 2016 году разбился Ил-76 МЧС России. Реактивным двигателям просто не хватило воздуха в разряженной от огня атмосфере таежного пожара. Окрашу лопатки двигателя в черный цвет, и с этого ракурса не очень видно, но поверьте мне на слово – лопатки там стали черного цвета. А вот тут я окрашиваю внешние элементы двигателя. На борту разбившегося Би-200 был легендарный морской летчик, полковник Евгений Викторович Кузнецов, и широкому кругу он известен как герой документального фильма «Форсаж. Возвращение», рассказывающего о непростой судьбе боевых летчиков советского, украинского и российского Крыма. До трагедии 14 августа Евгений Викторович был заместителем начальника 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске. А теперь я произвожу окраску предкрылков у Би-200, и надеюсь, я правильно назвала эту деталь самолета, и надеюсь, что эксперты в комментариях, если что, меня поправят. О высочайшем уровне летчика говорит еще и тот факт, что Евгений Кузнецов не просто летал на Би-200, но и участвовал в испытаниях амфибии. Так, весной этого года он посадил машину на земле Франца Иосифа, а вместе со своим наставником Тимуром Апакидзе, также погибшим трагически в 2001 году, Кузнецов в 90-е годы фактически спас отечественную палубную авиацию. Судьбоносно, но Кузнецов участвовал в спасении для России одноименного и единственного для страны авианосца. Гибель экипажа Би-200 наряду с последующей катастрофой Ил-112 – это не просто человеческая трагедия, но и потеря людей, обладающих ценными для страны знаниями и опытом. И вдвойне горько, что гибнут такие летчики, прошедшие и огонь, и воду, и не в самой дружественной стране, выполняя гуманитарную миссию по аренде. Экипаж Би-200 по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина был награжден орденами мужества посмертно. Окрашу кабину в серый цвет, и особенно детализировать я ее не буду, так как ее не особо будет видно за остеклением. А после нанесения глянцевого лака я клею декали. С большой полосой по бортам я довольно сильно намучилась, и с первого раза она у меня не получилась. Так что эти потуги я оставила за кадром. Но я вам покажу, как я нанесла бортовые номера, опознавательные знаки МЧС, ну и прочие надписи.
потом я нанесла черную смывку, и для белого основания идеально подойдет смывка именно этого цвета. Но расшивка на модели выполнена не очень глубокой, так что для последующих моделей самолетов гражданской авиации я все-таки буду использовать скрайбер для выделения расшивки. А теперь я хочу сделать модель несколько выразительней и такой, чтобы она выделялась на полке среди других моделей. Поскольку это уникальный в мире гидросамолет, то логично показать его в ситуации нетипичной для других самолетов, а именно сброс воды при тушении пожара. И я закрепила модель на подставке, что шла в предзаказе от Армы. И вокруг нее я разместила синтепон, который будет имитировать брызги воды. Правда, тут вышла небольшая нестыковочка. Самолет, который тушит пожары, не может нести спасательные плоты. Но это условность. И такой нюанс я до работы над моделью B200 не знала. Так что спасибо всем, кто писал мне комментарии в Инстаграм и в ВК, где я частенько публикую свои работы в более реальном времени. И вот такая у меня получилась модель, и это моя первая модель самолета в 144 масштабе, и мне опыт понравился. Теперь я с большей смелостью смогу приниматься за модели аэробусов или боингов. Так что скоро ждите видео о постройке подобных моделей, а с вами была Даша Моделист. Увидимся в новой стройке. До новых встреч, пока-пока!